Когда речь заходит о лучших силовых агрегатах концерна Volkswagen, сразу вспоминается, что пик оптимальных моторов пришелся на 2000 год. Именно в этот период были разработаны и запущены самые удачные бензиновые моторы, а дизели получили вторую жизнь с обновленным экологическим оборудованием. Силовые агрегаты ВАГ известны своей живучестью. Они могут дать фору практически любым производителям, включая именитые элитные компании. Нужно заметить, что ресурс двигателей, даже самых удачных, сильно зависит от используемых материалов для обслуживания и в целом от качества сервиса. У немецкой компании всегда был принцип золотой середины при разработке двигателей. Для машин Audi всегда разрабатывали передовые агрегаты. Volkswagen использовал проверенные надежные технологии, а Skoda и Seat донашивали уже немного устаревшие моторы элитных брендов. Но какой двигатель от ВАГ по-настоящему надежен? В этом мы попробуем разобраться. Итак, вы на канале The Auto Top, и это самые лучшие двигатели компании Volkswagen. Поехали! Корпорация Volkswagen разработала мотор 2.8 V6 специально для полноприводных версий своих обычных автомобилей. Устанавливался двигатель на Golf 4, Passat B5, Bora и на ряд других автомобилей компании. Именно на этих машинах он получил популярность в России. Также одну из версий этого двигателя ставили на массовые модели Audi. До сегодняшнего дня версии автомобилей 2.8 V6 4Motion пользуются огромным спросом на рынке. Моторы служат просто прекрасно, несмотря на ряд функциональных ограничений. Динамика сомнительная как на мощность от 170 лошадиных сил и выше. Разгон не слишком быстрый, во многом это вина четырехступенчатого автомата Tiptronic, который чаще всего ставился на данные версии мотора. Тяги достаточно, и сразу после вялого разгона вы получаете практически неограниченное управление мотором с помощью педали газа. Это дает больше уверенности в эксплуатации транспорта. Ресурс двигателя до капитального ремонта 350 тысяч километров. Есть экземпляры, которые без ремонта проезжают до 500 тысяч километров, при условии использования оригинальных масел и прочих материалов. Мотор дорогой в обслуживании, равно как и в целом автомобили, которые оснащены данным двигателем. Но силовой агрегат отрабатывает свои деньги. На рынке встречаются экземпляры, которые проехали более 500 000 километров и до сих пор остаются вполне уверенными и живыми. На Audi мотор дорабатывали и усовершенствовали. Здесь он получил около 200 сил и прекрасные доработки с точки зрения динамики разгона. Этот мотор можно смело называть одним из лучших бензиновых двигателей ВАГ. Дизельные двигатели компании Volkswagen всегда считались одними из лучших в своей сфере. Эти моторы на самом деле предлагают отличную мощность, прекрасный крутящий момент, хорошо справляются с нагрузками. Но главное преимущество – это ресурс. Без ремонта двухлитровые дизельные двигатели могут отходить до 500 тысяч километров. И это проверенный факт. Конечно, для такого пробега они нуждаются в качественном сервисе. Иначе никак. Расход на грани фантастики. При спокойной езде по трассе можно увидеть на экране бортового компьютера цифры 4,5-5 литров на 100 километров. И это на пассатах, джетах и кэдзи. Мотор эластичный и отлично совмещается как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Никаких трудностей в эксплуатации и привыкании к особенностям двигателя не будет. Оптимальная разработка с точки зрения технического наполнения и использованных материалов – это действительно качественный мотор, в который инженеры вложили душу и немало денег. Конечно, именно этот мотор привел ВАГ к финансовому кризису. В США обнаружили мошенничество с экологической аппаратурой и взыскали с компании миллиарды долларов за потенциальный ущерб природе и обман покупателей. У нас же дизельгейтные моторы продолжают продаваться и пользуются популярностью у любителей немецкой марки. Такие двигатели ставятся практически на весь модельный ряд компаний, кроме наиболее дорогих и тяжелых автомобилей. Одной из распространенных в России вариаций двигателя европейских автомобильных брендов является мотор 1.4 TSI. Такой двигатель устанавливается на автомобиле Skoda, Audi и Volkswagen. Но какие преимущества и недостатки у двигателя, а также каков его ресурс? Серия малообъемных турбомоторов EA111 1.4 TSI
получила широкое распространение в 2005 году благодаря популярному Гольфу 5 и седану Jetta. Основным и поначалу единственным двигателем являлся 1.4 TSI в различных его модификациях, который был призван заменить атмосферные двухлитровые четверки и 1.6 FSI. В основе силового агрегата лежит чугунный блок цилиндров, накрытый алюминиевой 16-клапанной головкой с двумя распределительными валами, с гидрокомпенсаторами, с фазовращателем на впускном валу и с непосредственным впрыском. В приводе ГРМ используется цепь со сроком службы, рассчитанным на весь период эксплуатации мотора. Однако в действительности замена цепи ГРМ требуется через 80 тысяч километров. Перейдем к самому главному. А самое главное в двигателях TSI – это, конечно же, наддув. Слабые версии оснащены обычным турбокомпрессором TD-025. Более мощные – 1.4 TSI Twin Charger. И работают по схеме компрессор Eaton TVS турбонаддув KKK K03, что практически исключает эффект турбоямы и обеспечивает существенно больше мощности. Несмотря на всю технологичность и продвинутость серии EA111, мотор 1.4 TSI неоднократный победитель конкурса «Двигатель года», в 2015 году ее заменили на еще более совершенную серию EA211 с новым серьезно измененным 1.4 TSI движком. При своевременном обслуживании, использовании качественного дорогого бензина, спокойной эксплуатации и нормальном отношении к турбине, мотор отъездит довольно долго. Ресурс двигателя Volkswagen 1.4 TSI составляет более 300 тысяч километров. Если вспомнить автомобили Volkswagen конца 1990-х годов, практически половина из них была оснащена традиционными инжекторными силовыми агрегатами с атмосферной технологией. Это были моторы 1.4 и 1.6, которые стали легендарными и подарили основу практически всем бензиновым двигателям ВАГ современного образца. И если мотор 1.4 страдал некоторыми детскими болезнями, то 1.6i стал самым успешным в своем сегменте. При должном уходе он легко проходит до 500 тысяч километров без ремонта. Мотор невероятно простой, обладает конструкцией, которая использовалась еще на третьем поколении Passat. Это классика с минимальными доработками и изменениями в сторону улучшения. Мощность небольшая, в среднем от 100 до 115 лошадиных сил. Были и менее мощные версии на Шкода, но в целом возможностей этого движка хватало даже для тяжелых Passat B5 до рестайлинга. Потенциал пробега с одним капитальным ремонтом – 1 миллион километров. Это мотор, который был изготовлен из лучших материалов и стал легендарной разработкой компании ВАГ. Мотор ставили почти на весь продаваемый модельный ряд, начиная с Polo и заканчивая Passat. Очень хорошо ходят Octavia, оснащенные данным силовым агрегатом. Чаще всего данный мотор поставлялся с механикой, но были варианты и с автоматами. Механическая коробка, используемая для 1.6i, досталась мотору от военных разработок концерна, поэтому она переживает двигатель по сроку службы и пробегу. Элементарно работает до 1 миллиона километров просто с регулярной заменой масла. «1.8T», который ставился на автомобиле ВАГ с начала 2000-х годов, по сегодняшний день на многих машинах ездит без ремонта и вмешательства. Ставились такие агрегаты на Volkswagen, Audi, Шкода и Seat. Моторы вышли очень удачными, поэтому концерн выпустил их миллионы. Большинство ездят и сегодня, радуя владельцев долговечностью. Турбина максимально простая и выносливая. Она создала репутацию мотору и всему концерну, увеличивая мощность не самого удачного атмосферника до 150 сил без особого вреда для мотора. Пробег в 350 тысяч километров не является пределом. А блок мотора можно легко ремонтировать, продлевая ему срок жизни. Мощности и подхвата двигателя хватает для любых задач и любых вариантов поездки. Удачная конструкция не усложняет ремонт. Капитальное восстановление стоит сравнительно недорого. А мотор не умирает внезапно. Это большой плюс к надежности и уверенности при поездке. ВАГ предложил весьма интересный вариант развития, выводя на рынок свой турбированный мотор 1.8T. Двигатель стал легендарным и получил огромное количество лестных отзывов. К сожалению, о современных турбированных бензиновых агрегатах нельзя сказать то же самое. Моторы сильно отличаются от своего предшественника и не могут похвастать такой же практичностью. При покупке машины с таким двигателем на вторичном рынке достаточно убедиться в оригинальности пробега.
Если вы когда-нибудь интересовались каблучками Volkswagen Caddy, то неоднократно слышали о том, что эксперты советуют покупать данный автомобиль с мотором 1.9 TDI. Именно с такими двигателями машинка продавалась в свое время больше всего. Речь идет о второй генерации. Сегодняшний Caddy уже оснащается совершенно другими моторами, которые не могут соперничать с 1.9 TDI с точки зрения надежности и адекватности работы, а также максимального пробега. Отличный и стабильный показатель расхода, очень удачная комбинация мощности и крутящего момента. Пусть и не идеальный показатель с точки зрения современной логики водителя. Возможность тянуть любые грузы, очень хорошо проработанная конструкция, которая создавалась в начале 90-х годов и продолжала совершенствоваться без остановки до сегодняшнего дня. Выносливость и возможность откатать до 400 тысяч километров до первого ремонта. Обычно капитальный ремонт обходится заменой лишь небольшой части деталей, так как даже на этом пробеге мотор целый. Сегодня на основе 1.9 TDI строятся новые двухлитровые дизели. Именно поэтому дизельные агрегаты ВАГ ценятся выше бензиновых, так как они дают намного больше ресурса и обладают более надежными корнями. Это мотор, который сможет возить вас без каких-либо проблем в течение очень длительного периода времени. Какого двигателя не хватает в этом списке? Пиши в комментариях под этим видео. Не забудьте перейти по ссылке в описании, чтобы успеть до 16 октября оформить дебетовую карту Тинькофф Black с вечным бесплатным обслуживанием.